Привет, друзья! Ну что, готовы к маломальски серьезному видео? Все, уже отошли от праздников. Короче, тогда начнем. Давайте краткое содержание предыдущей серии. Петр Алексеевич Порошенко пойдет на второй срок. В этом нет никаких абсолютно сомнений. Кто составит ему конкуренцию? Юлия Владимировна пойдет погулять. Надя не дойдет до кондиции. Остается Бойко. Юрий Бойко, глава оппозиционного блока, который сейчас уверенно выходит на второе место. И что надо сделать? Надо дать ему возможность выйти на второе место, а потом тихонько его слить. Как это сделать? Есть большое и красивое дело по закупке буровых установок. Буровые установки закупили намного дороже, чем они реально стоили. И всегда, всю жизнь эти буровые установки назывались вышки Бойко. А вот с недавнего времени вдруг внезапно генеральный прокурор подконтрольный Петру Алексеевичу Порошенко начал называть их не иначе, как вышки Кацуб. Некто Кацубы появились, и эти Кацубы, вот они и закупили эти вышки, а не министр, тогдашний министр Юрий Бойко. Юрий Бойко, будучи министром, и знать не знал ни про какие цены, ни про какие вышки, оно и понятно. В общем, надо убрать Юрия Бойко из-под удара и подставить туда рядовых клерков. Вторая серия. Мое видео о данной странной ситуации вышло 18 декабря. 18 декабря я сказал следующую фразу. Это очень крутой шаг, я думаю, превращение вышек Бойко в вышки Кацубы. Я думаю, что лучше всего будет для всей этой братвы убрать клерка Кацубу, который сейчас сидит, ну и все, и повесить все на него. Получал приказы лично от Януковича, никаких вышек Бойко не было. Прошло 3 дня, і вуаля. Сам власник, свідок, колишній заступник Нафтогазу України пан Юрєв, застрелився. Вы представляете, бывший заместитель главы Нафтогаза Юрьев застрелился через 3 дня, а он был важным свидетелем. Звичайно, це був важливий свідок, бо в організаційній побудові Нафтогазу він займав місце між керівником Нафтогазу, на той момент паном Бакуліним, та обома Кацубами. І його покази були для нас дуже важливими. Кацубы, это все они, Кацубы, а министр Бойко вообще не в курсе был этой всей ситуации. Ну, кстати, застрелился этот экс-зам, знаете, очень интересно, из ружья. А нет ничего более удобного, чем стреляться из ружья. Вы знаете, надо снять носок, приставить это ружье и пальцем ноги нажать на спусковой крючок. При этом у него имелся пистолет. Ну, просто захотелось вот так вот разнести себе голову в клочья. По поводу того, что Кацубы там, вот смотрите, обратите внимание на лицо журналиста. Підтверджують версію слідства про те, що саме брати Кацуби зорганізували оборудку та сприяли розкраданню державних коштів у Вот, собственно, доктор Зло, Кацуба, это он все и устроил. Это он обокрал государство на сотни миллионов долларов. Это в его гениальной, но очень злой голове сложился этот колоссальный план. А министр тогдашний и слыхать не слыхивал или слыхать не нюхивал. Підтверджують версію слідства про те, що саме брати Кацуби зорганізували оборудку та сприяли розкраданню державних коштів у колосальних розмірах понад 120 мільйонів доларів. А дальше Юрий Витальевич Луценко, генеральный прокурор Украины, делает интереснейшее заявление. Он говорит о том, что Кацуба, который находится под стражей в общей камере, он готов сотрудничать со следствием, то есть готов заключить сделку со следствием. Станом на вчора Олександр Кацуба написав чомусь на моє ім'я, замість того, щоб написати на ім'я слідчого, але хай так буде, заяву про готовність укласти угоду з слідством. Это он заявляет на всю страну, это он говорит журналистам, которые разнесли данную новость сразу же по всем своим СМИ. Що передбачає визнання своєї вини, викривальні покази на лідерів злочинного групування. Да, сделка со следствием, помимо того, что человек признает свою вину, предусматривает разоблачительные показания на тех, кто это все и организовал. Ну, то есть, по всей видимости, там, на Януковича и иже
с ними. И Юрий Витальевич Луценко, наверное, знает, что он делает, потому что Кацуба сидит в общей камере. В общей камере, ну знаете, как бы это не приветствуется, сделка со следствием, не приветствуется человек, который дает показания на своих подельников. Вот, давайте попытаемся представить, что же делают с такими людьми в общей камере. Могут ли они однажды не дожить до рассвета? Как по-вашему? Второй вопрос у фигурантов данного дела. Как по-вашему? Может найтись определенные денежные средства для того, чтобы воздействовать на заключенных, которые сидят вместе с Кацубой в одной камере, для того, чтобы они как раз таки его и придушили? Вопрос на засыпку. А для чего же Юрий Витальевич Луценко это сделал? Сделка со следствием – это очень серьезное мероприятие. Тут молчать надо. Тут секретность нужна, особенно в таком деле. Сотни миллионов долларов на кону. Один стреляется, другой сделку со следствием, сидя в общей камере. Сейчас вам покажу, кто ведет это дело вот по этим вышкам. Суд застосував до Кацуби Олександра Володимировича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Ба! Кто это? А это военный прокурор Константин Кулик. А что нам известно о Константине Кулике, который является прокурором в этом деле? Впервые в истории Украины по обвинению в незаконном обогащении на скамье подсудимых оказался чиновник из Генпрокуратуры. Им стал героем многочисленных журналистских расследований военный прокурор сил АТО Константин Кулик. Да, это тот самый прокурор Кулик. Очень много о нем говорили несколько месяцев назад. Потом вдруг замолчали. Говорили о чем? У Константина слишком большой автопарк, и причем автомобили у его там девушки по 5 миллионов гривен, а также у него квартиры какие-то с запредельной стоимостью. Их не было в декларации, потому что все дорогостоящее имущество предусмотрительно записывалось на родственников. Киев, улица Жилянская, 59. Элитный дипломат-холл. В 2007-м мать тогда еще просто прокурора Генпрокуратуры Кулика вместе с его первой тещей якобы приобрели в подарок для детей 2 квартиры. Общая площадь подарка 400 квадратов. Ну, так бывает. А хотите, вам еще расскажу? Ну, был друг еще у Константина Кулика, покойный ныне. Знаете, кто это? Который взял друг Кулика, бывший харьковский милиционер. Тот самый Жилин, знаете, умер. Говорят, что российские спецслужбы его убили. Да. А вот это вот девушка прокурора. Настоящее прокурорское сокровище. Офис в новом Централ-парке на Ивана Кудри 7 обошелся в 2 миллиона 700 тысяч гривен. Сущие пустяки. Украина богатая страна. Каждая девушка, каждого прокурора может себе такой офис. Он, как и автопарк из внедорожников, записан на Ирину Нимец. Она мать 2 детей прокурора, и она же главная его защита в суде. Ну, бывает, знаете. Может быть, она нашла клад, да постеснялась об этом рассказать. Прокурор к этому не имеет никакого отношения. Вот здесь вот его журналисты, тогда еще журналисты каждый день освещали эту тему. Пытаются у него узнать вообще, откуда вообще столько машин, квартир. У вас одна квартира є. Так точно. 250 квадратів в центрі Києва. Це дорога квартира. Ну, наверное, дорогая. Ну, как А считаете? коли ви її придбали? Так. А добудова на горі? Мне ее подарила мать. Знаешь, если ты правильный военный прокурор, то и мать у тебя, значит, правильная, потому что ты правильный сын правильной матери. И правильная мать всегда своему сыну подарит квартиру за несколько миллионов. Те объекты недвижимости, которые приобретались моей матерью, приобретались Немец Ириной Витальевной, и они это выдают за то, что это приобрел я. В какой способ я это сделал, я не понимаю, и они мне это объяснить не могут. Национальное антикоррупционное бюро схомутало тогда этого военного прокурора. И более того, на суд общественности даже представили его переговоры телефонные с одним из, как бы так помягче сказать, авторитетных киевских товарищей. Да, это нормально, когда прокуроры с авторитетами общаются. Сейчас, Костя, 3 минуты, наверное. Проблема Сейчас, есть. 3 минуты. А, Какая? да, пришли товарищи. Константин тогда пожаловался, что пришли товарищи из НАБУ, блин, что делать, шеф, все пропало. И потом они начали решать, как же это лучше делать. Константину пришло на ум следующее. Он был в зоне АТО, значит, можно рассказать о том, что у него куча резонансных дел, и вот, в общем-то, из-за этого его и преследуют. Вот здесь они как раз это обсуждают. Добрый вечер. Да, привет. Я хотел, по вот этой задаче крайней.
Я еще Панченко ее скинул. Ее надо просто вот там самые такие значимые, резонансные там. Не, я понял, просто самое такое. для чего это? Ну, это как бы под вас? Для или красоты, это- да. Я понял. То есть с Ну, это момента надо, еще потому что управления, да? Да, вот за время нахождения там мы сделали такое-то полезные такие дела, Ну, которые просто, можно... я понял, но просто резонанс в обществе, у нас по сути из резонансных-то, у нас, 2 ДТП, это Артемовская. Блин, а резонансных дел и не было в зоне АТО, а сплошные какие-то ДТП. Ну да и ладно. Вот тут ему товарищ говорит, мол, да не переживайте, Константин. Так, вроде бы тихонько складывается. Да нормально. Я тут підозру на украинскую правду выкинул, чтобы люди читали. Да нормально все будет, говорит. Я тогда это слушал, эти телефонные переговоры, и думал, не может быть нормально. Ну, как-то слишком уж, знаете, прокурор, у него куча каких-то миллионов неизвестно откуда. А вот его начальник, прокурор военный, главный военный прокурор Матиас, тогда отмолчался и не комментировал ситуацию. У меня короткий вопрос. Не могли бы вы прокомментировать действия НАБУ в отношении прокурора сил АТО Константина Кулика? Это не тема, да, но это резонансное происшествие. Вот интересно еще видео допроса Кулика, где он не может вспомнить, в какой квартире вообще он живет. На улице Зеленская, 59, периодически живу. Да, это реальность. Он спросил, а в какой квартире? Ну, в документах же должно быть записано, в какой квартире он живет. Да. Что тут? Вы не пам'ятаєте, коли квартирі живете? Там нет таблички на дверях. Или есть. Нет таблички на дверях. Или есть. Под рапортом. Чисто ментально. Чистые менты, козлы БХМ. Впечатление, что Константин уже абсолютно уверен. Все обойдется, несмотря на усилия на антикорупційного бюро. Якщо ви помітили, ніхто ж так і не пояснив, а звідки ж взялося майже 3 мільйона, за які придбано майно? Ніхто не дає з приводу цього ніяких коментарів. Ты там, никто тебе ничего не должен доказывать. Ты там занимайся своим, пацаны будут заниматься своим. В общем, вот этот вот прокурор, который расследует это дело, которое, по моему глубокому убеждению, заказано лично Петром Алексеевичем Порошенко, я имею в виду дело Вышек-Бойко. В общем, вот этот прокурор написал 21 декабря на имя генерального прокурора Луценко рапорт. Это сейчас будет эксклюзив, потому что этот рапорт видел только Юрий Витальевич Луценко и я. А сейчас увидят сотни тысяч человек. Генеральному прокурору Украины Луценко Юрию Витальевичу, военного прокурора сил АТО Кулика Константина. Рапорт. Во второй половине 20.12 заместитель генерального прокурора Украины, главный военный прокурор Матиас, доложил мне о принятом вами решении по смене группе следователей и прокуроров в 36 уголовных производствах, связанных с расследованием деятельности структурного подразделения в составе преступной организации Януковича, которая находилась под руководством Курченко, а также обстоятельств присвоения денежных средств в размере 175 миллионов долларов США при закупке Черноморнефтегазом 2 буровых установок. Это те самые вышки Бойко, кстати. Принятое решение Матиас аргументировал тем, что Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло ряд уголовных производств по факту вымогательства неправомерной выгоды от основных фигурантов этих уголовных дел в обмен на принятие процессуальных решений. Дабы избежать очередных обвинений со стороны НАБУ, мне надо срочно прекратить расследование по вышеуказанным делам и 22 декабря 2016 вернуться в город Краматорск Донецкой области для несения службы. Я буду избранное зачитывать. В частности, мне стало известно о том, что подготовка документов для передачи этих дел началась Матиасом втайне от всех еще вечером 16 декабря, после моего доклада о готовности подозреваемого в уголовном производстве Кацубы рассмотреть вопрос о заключении соглашения, в котором он признается в совершении преступлений, в рамках которого будет договорено возмещение убытков в бюджет в размере 100 миллионов гривен и согласно которому он даст обличающие показания по 7 случаям преступной деятельности, в которых он принимал участие. В том числе подозреваемый Кацуба
заявил о намерении дать показания по обстоятельствам присвоения структурным подразделениям преступной организации Януковича денежных средств в размере 175 миллионов долларов США в процессе закупки Черноморнефтегазом 2 буровых установок. Жебрицкий одобрил эти условия, а Матиос категорически отказался заключать какие-либо сделки с Кацубой при любых обстоятельствах. При этом он спросил меня, соглашусь ли я подписать такое соглашение. Я дал положительный ответ. После этого я узнал, что Матиос плетет интриги и распускает слухи о том, что я нахожусь на крючке семьи Кацуб. Это полностью не соответствует действительности, потому что я являюсь прокурором, который на протяжении 8 месяцев активно занимается сбором доказательной базы против вышеуказанной семьи и создавшим условия для того, чтобы Кацуба был вынужден признаться в 8 случаях преступной деятельности, дать обличительные показания против других персон и возместить часть убытков. Проанализировав все события, которые произошли во время расследования вышеуказанных уголовных производств, проведя разговоры с подчиненными и другими персонами, я пришел к выводу, что Матиос предоставил вам неправдивую информацию и пытается принять меры, чтобы добиться моей немедленной командировки из Киева для того, чтобы интрига не была раскрыта. Такое поведение свойственно Матиосу. Если бы я считал, что это может навредить расследованию в рамках вышеуказанных уголовных производств, подорвать мой авторитет в глазах подчиненных прокуроров и авторитет органов правопорядка, я бы молча отправился в город Краматорск. Но учитывая тот факт, что вы не побоялись общественного мнения и выступили в мою защиту, когда НАБУ объявила мне о незаконном подозрении, поручили мне расследование деятельности преступной группировки Курченко, я уверен, что не могу допустить, чтобы у вас сложилось неверное мнение о моих якобы противозаконных действиях. Я считаю, что предупредить вас об опасности, которую представляют такие интриги, мой служебный и человеческий долг. При этом до прокуроров и следователей стала доходить информация о вымогательстве неправомерной выгоды у подозреваемого Головача 2 миллиона долларов, семьи Кацуб 2 миллиона долларов, Сухомлина 1,6 миллионов долларов и обличительные показания, касающиеся нелегального бизнеса по контрабанде сигарет Кауфмана Грановского, Тимонькина 2 миллиона долларов, Татькова и Емельянова 4 миллиона долларов США за нерегистрацию уголовного производства по факту получения взятки в виде офисного центра, Кривого 2 миллиона долларов, Игначенко 1 миллион долларов США. О, вот здесь я чуть не заплакал. С момента рождения моего сына я принял решение жить честно и открыто. Это повлияло на мое решение отправиться следователем в зону АТО во время формирования там органов военной прокуратуры, воспитательную работу, проводимую мною с группой подчиненных следователей и прокуроров. Это видно по результатам работы моей команды за последние 3 года и моим отношениям с товарищами. Я вижу угрозу дальнейшему расследованию дел по преступной группировке Курченко и персон, которые присвоили денежные средства в размере 175 миллионов долларов США при закупке Черноморнефтегазом 2 буровых установок. Я прошу вас разобраться. В противном случае прошу уволить меня с должности военного прокурора сил АТО и из органов прокуратуры. Прокурор группы прокуроров военной прокуратуры сил АТО 21 декабря 2016 года Константин Кулик. Константин Кулик заложил генеральному прокурору своего начальника, главного военного прокурора Украины Матиоса. А если вы внимательно читаете мой Facebook, то вы пару недель назад как раз прочли бы вот эти же самые суммы, которые вымогались с фигурантов дел за то, чтобы они могли себе свободно гулять. И я как раз на Фейсбуке написал эти же самые суммы и написал, что эти фигуранты теперь гуляют. Но, а что же там генеральный прокурор Украины? Вот его интервью. Это уже после этого рапорта, после всего. І Матіос, і Кулик мають і плюси, і мінуси. Наразі їхні плюси переважують їхні мінуси. Да, понятное дело, плюсы Матиоса и вот этого Кулика, они перевешивают их минусы. Это, по-моему, очевидно. Я бачу, що те, що вони мають зробити для суспільства, і те, що вони вже зробили за цей період, є неспівставно більше, ніж підозри, а інколи і чутки, які про них поширюються. То, что они сделали для общества, это, конечно же, намного больше, чем вот эти слухи о них. А под обществом Юрий Витальевич Луценко имеет в виду кого? Себя, свою семью, и также семью Петра Алексеевича. Ну, я правильно понимаю? І Матіос, і Кулик на цей момент мають вже великі результати, які ми відчуємо вже в першому кварталі наступного року.
Ну, кто-то эти результаты в виде наличности, как я понимаю, как вы чемоданами любите или сумками спортивными? Я слышал вроде как сумками. Уже ощутил. Еще в прошлом году, насколько я помню. Покривання корупції, а тим більше злочинів внутрі прокуратури відійшло назавжди в минуле. Все, що стосується мене, я нікого покривати не буду. Ну, хорошая шутка под конец от Юрия Витальевича. Насколько я понимаю, дело дело Вышек Бойко, 175 миллионов долларов, Черноморнефтегаза, оно находится в правильных руках правильных прокуроров и движется по правильной дороге в правильном направлении. И я так понимаю, что все идет ко второму сроку Петра Алексеевича Порошенко, и выйдут они, знаете, в этой битве сойдутся Петр Алексеевич Порошенко и Юрий Бойко. И Юрий Бойко в последний момент сойдет с дистанции по непонятным причинам. И Петр Алексеевич Порошенко второй раз взойдет на царствие. Ну что, я не удивлюсь, если сейчас вдруг военная прокуратура уже шарием заинтересуется, потому что вы же знаете, я знатный военный преступник, но тут есть одно но. Вот всем тем гасконцам, которые со мной уже связывались по этому вопросу, я передал и могу повторить. Мне абсолютно плевать. Пока.